Трамп объявил срочные переговоры с Ираном во вторник в Омане. Якобы Иран о них умолял. Иран уже ответил, что никого ни о чем не просил. Макрон не полагается на Трампа и ведет свои переговоры с Оманом о безопасном проходе через Ормузский пролив. Пакистан нанес удар по Афганистану. Талибы в Афганистане говорят о невинных жертвах. Исламабад уточняет, это были боевики Талибана. Громкое дело о коррупции в Ираке. Арестованы больше 40 чиновников, включая вице-премьера, отвечающего за поставки нефти. Эрдоган требует разрешить Турции покупать такое же оружие, как и другим странам НАТО. Главный претендент на пост премьера Великобритании обещает развернуть массовое строительство социального жилья. Будут как хрущевки, только бернимки. Лукашенко полетел в Китай после переговоров с Путиным. Уже не секрет, на Валдае обсуждали войну против Украины. А москвичи тем временем постигают дзен в очередях за бензином, которого все меньше. Путин сказал, что все решит, а теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил, что США и Иран встретятся во вторник в Дохе. Он объявил об этом в своей социальной сети Truth Social. Иран попросил о встрече. Она состоится завтра в Дохе. Президент Дональд Джей Трамп. Я только что говорила об этом с президентом. Иран запросил встречу на этой неделе, поэтому специальный посланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для проведения переговоров на высоком уровне, где мы продолжим обсуждение меморандума о взаимопонимании. Параллельно с этими переговорами пройдут и технические консультации. Что касается нас, то мы выполняем свою часть обязательств по прекращению огня. На насилие будет дан ответ силой. Как вы уже упомянули, Брайан, были совершены атаки на коммерческие суда, и Соединенные Штаты по распоряжению президента нанесли ответный удар. И так будет происходить и впредь. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Президент, безусловно, хочет, чтобы мирный процесс продолжался. Ирану было бы лучше заключить выгодную сделку с Соединенными Штатами, потому что президент уже доказал, что не боится использовать всю мощь наших вооруженных сил. Достаточно вспомнить операцию Midnight Hammer, достаточно вспомнить операцию Epic Fury. В любом случае выигрывают Соединенные Штаты. Если мирный процесс продолжится, если действие этого меморандума сохранится, цены на топливо будут и дальше снижаться. Мы уже видим, что стоимость нефти сейчас ниже, чем была до начала этой, как ее называет президент, операции. Если же Иран решит вновь действовать деструктивно, он окончательно подтвердит свой статус государства-изгоя на Ближнем Востоке. Он полностью оттолкнул от себя своих партнеров по Персидскому заливу и арабских союзников в регионе. Соединенные Штаты располагают лучшими и самыми мощными вооруженными силами в мире. Президент сохраняет за собой право использовать их. Но, повторю еще раз, обсуждение меморандума о взаимопонимании будет продолжено. Режим прекращения огня действует, и мы надеемся, что нам удастся достичь хорошего соглашения. Президент подпишет только такую сделку, которая прежде всего отвечает интересам нашей страны. CNN и Axios сообщают, что, по словам их источников в Белом доме, технические переговоры по меморандуму идут по плану, несмотря на недавний обмен ударами. Иран эту версию сразу охладил. Заместитель главы МИД Казем Гарибабади заявил, что переговоры технических групп в Катаре на этой неделе не подтверждены, а дата и место новой встречи еще согласуются через посредников. Тегеран публично отрицает уже согласованный график переговоров. На столе выполнение временного меморандума, прекращение взаимных ударов, восстановление прохода через Ормузский пролив, снятие американской блокады и механизм контроля за инцидентами. Посредники уже создали каналы связи, чтобы не допустить нового срыва перемирия после атак по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. Главная неопределенность, кто именно встретится в Дохе, и будет ли это прямой контакт США и Ирана или очередной раунд через посредников. Пока Вашингтон говорит о встрече, Тегеран оставляет пространство для маневра. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран получит $6 миллиардов из замороженных иранских средств, находящихся в Катаре. По его словам, это первая половина из $12 миллиардов, которые Иран рассчитывает вернуть в рамках договоренностей с США. Пезешкиан назвал достигнутые договоренности крупной победой для Ирана и заявил, что они предусматривают снятие санкций с нефтяного и нефтехимического секторов. При этом Вашингтон и Доха пока официально не подтвердили начало перечисления средств. Отдельно Пезешкиан вновь подчеркнул, что Иран не намерен создавать ядерное оружие. Он заявил, что ядерная программа страны будет развиваться исключительно в соответствии с национальными потребностями и официально заявленными целями. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль-Саид впервые приехал в Париж с официальным государственным визитом. В Елисейском дворце его встретил президент Французской республики Эммануэль Макрон. Лидеры подписали пакет соглашений примерно на $2 миллиарда 250 миллионов. От энергетики и транспорта до образования, космических технологий, водоснабжения и культурных проектов. Одновременно проходит крупнейший франко-оманский бизнес-форум с участием государственных фондов и ведущих компаний двух стран. Но главный вопрос переговоров – не экономика. Франция пытается использовать влияние Омана, который остается ключевым посредником между Вашингтоном и Тегераном,
чтобы добиться окончательного восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив. Именно поэтому Елисейский дворец отдельно включил в повестку безопасность морских перевозок и потребовал свободного и безусловного прохода через Ормуз. Эта позиция расходится с заявлениями Тегерана о возможном особом режиме прохода и компенсациях после войны. Франция рассматривает нынешний визит прежде всего как дипломатическую попытку Парижа получить собственный канал влияния на ситуацию вокруг Ормуза, независимо от исхода переговоров между США и Ираном. Оман остается единственной страной Персидского залива, сохраняющей доверительные отношения одновременно с Ираном, Соединенными Штатами и европейскими государствами. Именно через Маскат проходят основные посреднические контакты между Вашингтоном и Тегераном. Для Франции и Евросоюза вопрос имеет прямое экономическое значение. Через Ормуз проходит около 1/5 части мировой морской торговли нефтью и значительная доля поставок сжиженного природного газа. Французские аналитики указывают, что даже если переговоры администрации Дональда Трампа с Ираном вновь зайдут в тупик, Париж рассчитывает сохранить отдельный переговорный канал через Маскат и добиться хотя бы гарантированной безопасности европейского коммерческого судоходства. Одновременно Франция подтверждает готовность вместе с союзниками участвовать в международной операции по обеспечению безопасности маршрута и разминированию пролива, если политические условия для этого будут созданы. Израильская армия объявила об уничтожении одного из крупнейших подземных объектов Хезболлы на юге Ливана. По данным канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Министерства обороны Израиля, авиация и инженерные подразделения уничтожили в районе Мадждаль-Зуна тоннель протяженностью около 200 метров. По утверждению израильской стороны, подземный комплекс использовался Хезболлой для подготовки атак на север Израиля. Внутри, как заявляют военные, находились сотни единиц вооружения, включая ракетные установки и боеприпасы. В Цахал опубликовали видео мощных подземных взрывов, которые, по их данным, стали результатом подрыва объекта. Израильские власти также сообщили, что заранее уведомили США о предстоящей операции. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, обе стороны продолжают регулярно обвинять друг друга в его нарушении. Израиль заявляет, что будет наносить превентивные удары по любой инфраструктуре Хезболлы, представляющей угрозу безопасности страны, тогда как ливанская сторона рассматривает такие операции, как нарушение суверенитета и условий перемирия. Пакистан объявил о проведении одной из крупнейших за последние месяцы операций против вооруженных группировок на границе с Афганистаном. По данным Исламабада, сначала спецподразделения провели наземную операцию на основе разведданных, после чего ВВС нанесли серию точечных ударов по укрытиям боевиков. Власти заявляют о ликвидации 29 членов вооруженных группировок, включая 4 боевиков Джамаат-уль-Ахрар, связанные с пакистанским Техрик-э-Талибан. Министр информации Пакистана Атаула Тарар заявил, что операция стала ответом на волну терактов, прокатившуюся по стране. Накануне боевики атаковали штаб военизированных сил Рейнджерс в Карачи, убив 3 военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок, связанных с пакистанскими талибами. Власти Афганистана представляют совершенно иную картину. Представитель группировки «Талибан», удерживающий власть в стране с 2021 года, заявил, что в результате пакистанских авиаударов погибли не менее 38 мирных жителей, более 160 получили ранения, среди них женщины и дети. По данным Кабула, наиболее тяжелый удар пришелся по провинции Пактия, где бомба разрушила жилой дом, а повторный авиаудар был нанесен уже во время спасательной операции. Независимого подтверждения этих данных пока нет. Обострение стало очередным эпизодом быстро нарастающего конфликта между двумя соседними странами. Пакистан обвиняет власти Афганистана в укрывательстве боевиков Техрик и Талибан Пакистан, которые резко активизировали атаки после возвращения Талибана к власти в Кабуле в 2021 году. Афганские власти эти обвинения отвергают. Иракские силовики провели крупнейшую за последние годы антикоррупционную операцию, задержав 47 высокопоставленных чиновников, депутатов и политиков. Спецподразделения контртеррористической службы еще до рассвета одновременно вошли в дома подозреваемых в укрепленном зеленом поясе Багдада, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Для проведения операции район был полностью блокирован. По данным Reuters и Associated Press, среди задержанных 12 действующих депутатов, заместитель министра нефти по вопросам распределения Али Маридж, а также представители крупнейших шиитских и суннитских политических блоков. Нескольким подозреваемым удалось скрыться, их розыск продолжается. Премьер-министр Али Аззаиди заявил, что это только начало, и пообещал продолжить масштабную кампанию против коррупции. Эта кампания — лишь начало. Борьба с коррупцией не закончена, и мы продолжим ее. Каждый, кто присвоил государственные средства, должен вернуть их законным владельцам. Деньги народа должны вернуться народу. Я получил мандат от граждан
которые хотят увидеть хотя бы проблеск надежды в своей стране. Сегодня я несу ответственность перед народом за его жизни и его интересы. Я не могу молчать ни об одной ошибке. Я не проявлю снисхождения, когда речь идет об интересах иракского народа. И это правительство с Божьей помощью станет образцовым. Я надеюсь, что любой контрольный орган направит мне информацию о любом министре этого правительства, если против него имеются подтвержденные признаки коррупции. Тогда вы увидите мою реакцию. Такой министр не останется на своем посту ни одного часа. Сегодня Ирак открывает новую страницу. Новый Ирак. Оружие должно находиться только в руках государства. Власть должна принадлежать только государству. А тот, кто намерен работать в государстве и при этом воровать деньги сирот и бедных, глубоко заблуждается. Я говорю ему: ты не удержишься. Я буду преследовать тебя днем и ночью. В этом правительстве ни один коррупционер не обладает иммунитетом. Я хочу успокоить наш народ. С Божьей помощью ваши интересы находятся под надежной защитой. Ваши деньги — это доверенная нам ответственность. Ваши жизни — тоже доверенная нам ответственность. Мы будем беречь их и с Божьей помощью распоряжаться ими достойно. По информации иракского агентства ИНА и Reuters, часть арестов стала возможна после показаний ранее задержанного бывшего заместителя министра нефти Аднана Аль-Джумайли, который, по данным следствия, назвал участников предполагаемой коррупционной сети. В социальных сетях иракских СМИ с утра распространялись кадры перекрытого зеленого пояса, колонн спецназа и первых задержаний, что вызвало широкий общественный резонанс. Коррупция десятилетиями остается одной из главных проблем Ирака. По рейтингу Transparency International страна входит в число государств с наиболее высоким уровнем коррупции, а новое правительство пришло к власти, обещая сделать борьбу с ней ключевым направлением своей политики. За неделю до саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган потребовал от союзников снять ограничения на сотрудничество с турецкой оборонной промышленностью и активнее привлекать Турцию к формированию новой европейской системы безопасности. Выступая перед парламентариями стран НАТО, Эрдоган заявил, что ожидает от саммита демонстрации единства Альянса. Наше главное ожидание от саммита НАТО — добиться решений, которые укрепят солидарность и единство Альянса с учетом национальных интересов безопасности всех союзников. Как лидер страны, которая на протяжении многих лет успешно борется с терроризмом и сейчас работает над его полным искоренением, хочу также подчеркнуть, мы возлагаем большие надежды на Альянс и в этой сфере. Если мы действительно хотим эффективно противостоять стоящим перед нами вызовам, союзники должны справедливо и равномерно распределять между собой это бремя, одновременно устраняя препятствия для торговли продукцией оборонной промышленности. Поэтому реализация решений, принятых на предыдущих саммитах по обоим этим ключевым направлениям, имеет исключительно важное значение. Также очевидно, что незаменимый вклад Турции в безопасность Европы порой остается без должного внимания. Как одна из стран, играющих важную роль в развитии европейской составляющей Альянса, мы намерены участвовать во всех оборонных и военно-безопасностных инициативах на континенте. Мы рассчитываем на ваше внимание и поддержку, уважаемые парламентарии, в вопросе подключения Турции к оборонным и безопасностным инициативам, объявленным Европейским Союзом. Исключение возможностей Турции в сфере обороны из-за узкополитических интересов не приносит пользы никому. Саммит пройдет 7 и 8 июля на фоне разногласий внутри НАТО. Одной из тем станут последствия войны США и Ирана, безопасность судоходства в Ормузском проливе и распределение оборонных расходов. Анкара также рассчитывает добиться смягчения действующих американских и европейских ограничений на поставки вооружений и военных технологий, введенных после покупки российских систем С-400. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также обсудили предстоящий саммит Альянса. В центре их внимания увеличение расходов и Украина. Марк, рад снова приветствовать вас на Даунинг-стрит и продолжить наше обсуждение. Как вы знаете, саммит НАТО на следующей неделе действительно важен. В прошлом году вам удалось добиться настоящего успеха. Это был успешный саммит, НАТО стало больше и сильнее. А в этом году саммит будет еще лучше. Поэтому очень важно встретиться с вами за неделю до него, продолжить подготовку, вновь подтвердить нашу приверженность Великобритании, НАТО и более широкой европейской составляющей НАТО, которая, как я знаю, имеет огромное значение для будущего Альянса.
НАТО — самый успешный военный союз, который когда-либо знал мир. Очень рад, что вы здесь, чтобы обсудить саммит, а также, конечно, текущие вопросы Иран, Ормузский пролив и Украину, где мы смогли обеспечить лидерство через НАТО. Так что очень рад снова видеть вас здесь. Большое спасибо, сэр Кир, и позвольте поблагодарить вас за все, что вы делаете и за ваше лидерство, прежде всего, по Украине. С первого дня, когда началась полномасштабная война, хотя, конечно, она началась еще в 2014 году с Крыма, но полномасштабное наступление в 2022 вы заняли очень четкую позицию. Вы стали премьер-министром в 2024 году и вместе с Францией возглавили коалицию желающих, вместе с Германией контактную группу по обороне Украины. Но также и в более широких конфликтах. То, что вы снова делаете вместе с Францией в рамках коалиции по Ормузскому проливу. 40 стран работают вместе в духе свободы морей и открытых морских путей, этого важнейшего принципа. Также все, что вы делаете для наращивания оборонных расходов и расширения оборонно-промышленного производства. Я действительно хочу поблагодарить вас за все это. Это крайне важно. И действительно, сегодня нам есть о чем поговорить, потому что саммит НАТО будет важным. Он будет посвящен выполнению решений, но также снова Украине. Так что обсудить предстоит многое. Энди Бернам, который, как ожидается, уже в июле может возглавить правительство Великобритании, представил программу масштабной реформы государственного управления. Выступая в Манчестере, он пообещал передать больше полномочий регионам, начать крупнейшее со времен Второй мировой войны строительство социального жилья и создать в Манчестере вторую штаб-квартиру премьер-министра, так называемый Северный Даунинг-стрит. Бернам также заявил, что намерен проводить реформы без увеличения государственного долга, сохранив действующие бюджетные ограничения. Я собираюсь действовать иначе. Я намерен отказаться от прежнего подхода, который привел нас к нынешней ситуации. Я дам Британии ту перезагрузку, в которой она нуждается. Мы построим более основанную на сотрудничестве политику в Вестминстере, передадим власть из центра людям и регионам, которые смогут использовать ее наиболее эффективно. Тем самым мы создадим по всей стране новое чувство ответственности, новых возможностей и надежды. Мы проведем крупнейшее перераспределение власти в истории нашей страны. Уайтхоллу пора признать, экономический рост невозможно приказать сверху. Его можно лишь вырастить снизу. Он возникает тогда, когда власть находится на местах и позволяет реально менять ситуацию, когда есть ясное общее видение, понятное каждому и способное привлечь инвесторов. Это означает не оставлять все на волю рынка, а вмешиваться государству там, где это необходимо, чтобы ставить перед городами более амбициозные задачи, как мы сделали в Стокпорте, и запускать процесс перемен. Это и есть манчестеризм. Все это будет опираться на стабильность, обеспеченную здоровыми государственными финансами и соблюдением действующих бюджетных правил. Надеюсь, люди уже начинают ощущать то воодушевление, которое несут перемены, о которых я сегодня говорю. Они открывают для Британии новую эпоху возможностей. Возможностей для тех мест, которые очень давно их не ощущали. Александр Лукашенко приземлился в Китае. Его встретили с государственными почестями. В аэропорту приветствовал почетный караул, после чего кортеж в сопровождении автомобилей охраны направился в государственную резиденцию Дяо Юйтай. Там Си Цзиньпин лично встретил белорусского лидера. К себе домой. Прямо из Минска? Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин. Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рад еще раз вас видеть. Мы часто встречаемся, часто общаемся, и мы постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам, очень своевременно. Председатель КНР заявил, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. По итогам переговоров Си назвал отношения двух стран лучшими за всю историю и подтвердил готовность расширять политическое и экономическое сотрудничество. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер.
который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. И мы постоянно прилагаем общие усилия друг об другу и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес. Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются всепогодными, всеобъемлющими стратегическими партнерами, а двусторонние отношения выдержали испытания международной обстановкой. По его словам, Пекин готов и дальше оказывать Минску помощь в экономическом развитии в пределах своих возможностей. Китайский лидер призвал ускорить совместные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь», расширить координацию на международных площадках. Александр Лукашенко поддержал оценки Си Цзиньпина, назвав сотрудничество с Китаем одним из ключевых факторов развития белорусской экономики. Он также выразил поддержку 4 глобальным инициативам Пекина в области развития, безопасности, цивилизационного диалога и реформирования глобального управления и заявил о готовности координировать с Китаем позиции по международным вопросам. Визит проходит спустя несколько дней после переговоров Лукашенко с Владимиром Путиным и на фоне сохраняющейся напряженности вокруг участия Беларуси в войне России против Украины. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Москва продолжает добиваться более активного вовлечения Минска в военную кампанию, однако признаков подготовки белорусского наступления украинская разведка пока не фиксирует. Кремль заявил, что не меняет условий окончания войны против Украины. Дмитрий Песков подтвердил, Москва по-прежнему требует полного вывода украинских войск из полностью или частично оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказа Киева от вступления в НАТО. Накануне Владимир Путин также отверг предложение Украины ограничить боевые действия этими 4 регионами и прекратить дальнобойные удары. Кроме того, по словам Пескова, украинская тема обсуждалась на встрече Путина с Александром Лукашенко перед визитом белорусского лидера в Китай. Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена 2 года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИДа. Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательная. Конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае. Главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Беларуси и так далее. Бензиновый кризис в России продолжает расширяться и уже затронул Москву. На многих заправках столицы выстроились длинные очереди, часть заправок временно прекратила продажу бензина, а в Новой Москве введены ограничения – не более 60 литров бензина и 100 литров дизельного топлива на автомобиль. На других заправках продают только дизель или отдельные марки бензина. В Москве ситуация пока остается менее тяжелой, чем в других регионах, поскольку город получает топливо по железной дороге с Ярославского, Киришского, Рязанского, Нижегородского НПЗ и других предприятий. Однако после остановки московского НПЗ в Капотне эта схема работает на пределе возможностей. Плохо. Везде очереди, где-то вообще бензина нет, то есть можно 3 заправки проехать мимо, где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, 2, можешь 30 минут отстоять, как повезет, да? Но вот полбака заправила вчера, на всякий случай сегодня решила еще раз заправить, чтобы был, чтобы можно было ребенка на тренировку отвезти спокойно и, в принципе, поехать. Спасибо большое. Максимально стараешься, наверное, сейчас как-то даже пересаживаться на метро, на общественный транспорт, потому что, беда. Отрабатываешь, потом приходится часа 1,5. Но вот сейчас быстренько, вот именно вот эта заправка, она быстро заправляет, буквально, я думаю, что в течение 20-25 минут. А остальные заправки на МКАДе, на МЦД, они довольно-таки длительные в очередях, стоишь, и очень проблематично. Одно слово.
на работу сказывается, если получается меньше заказов, можете Стараешься пропускать заказы, которые дальние, то есть это области, СНТ, просто не берешь, потому что знаешь, что обратно ехать и бензина просто не будет, и придется стоять в очереди. Как бензин привозили, так и его и привозят. Мне кажется, что люди стали больше заправлять, ну, не знаю. Мне кажется, что если бы всем заправляли по надобности, тогда было бы поменьше народу на заправках. Мне так кажется. Сейчас заезжаю на вторую заправку. Там, где я живу, половина заправок закрыта, а на остальных такие же очередя и отпускают не больше 20 литров. Вот вторую заправку, чтобы хоть как-то добить до полного бака. то есть до полного потихонечку? Ну как до полного, чтобы хотя бы было топливо, пока есть свободное время, потому что на прошлой заправке ушло 45 минут примерно стояния в очереди. И это только 20 литров. Не могу я, к сожалению, меньше ездить, у меня работа завязана на автомобиле, поэтому мне приходится заправляться и вот испытывать такие трудности. Надеемся, что все каким-то образом нормализуется. Но как испытываем неудобства, как еще оценивать эту ситуацию? Надеюсь, что все вернется на круги своя. По оценкам отраслевых источников, поврежденный НПЗ в Капотне, обеспечивавший более трети потребностей столичного региона, в этом году может уже не возобновить работу. Наиболее сложная ситуация сохраняется в оккупированном Крыму, где розничная продажа бензина населению практически остановлена. Ограничения действуют более чем в 25 регионах России. В Иркутской области отпускают не более 50 литров в сутки, в ряде регионов Поволжья до 30 литров за одну заправку, в Ростовской области, Дагестане и ряде центральных регионов введены различные лимиты на продажу топлива. Причиной кризиса стали украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Более 20% нефтеперерабатывающих мощностей России выведены из строя полностью или частично. С начала июня были атакованы Московский, Ярославский, Куйбышевский, Сызранский, Туапсинский, Норси, Танеко и НПЗ в Славянске на Кубани, а также несколько крупных нефтебаз. На этом фоне Владимир Путин признал дефицит топлива и сообщил о создании специального штаба, который должен стабилизировать поставки.